Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о практиках, поговорим о том, что нужно же сделать для того, чтобы привлечь удачу, благополучие, изобилие и достаток в вашу жизнь. Простые практики, которые каждый может провести и осуществить то, что он желает и хочет. Вы знаете, на протяжении всей нашей жизни нас постоянно окружают разные люди. Добрые, злые, отзывчивые. И те, с кем удача ходит постоянно рядом. И люди, которые что бы ни делали, к сожалению, не могут привлечь вот именно удачу, изобилие, достаток в свою жизнь. От чего же это все зависит? Вы знаете, все очень просто. Все зависит от нашего мышления, от того, что находится в нашей голове. Ведь если мысли у нас с вами неправильные, то таким образом мы подключаемся к эгрегору разрушения, мы подключаемся к негативным эмоциям. А различные положительные энергии будем сами осознанно или неосознанно отталкивать от себя. А также, если направить наши мысли, наши слова, фразы в нужное русло и соблюдать законы и правила, то удача действительно будет нашим спутником и никогда не уйдет от нас. Поэтому очень важно правильно принимать подарки, которые дает нам судьба, и делать это с благодарностью. Например, вы идете по улице и видите, лежит купюра, пусть самого небольшого номинала. Человек, который способен привлечь удачу, возьмет ее, поблагодарит за то, что он нашел эту банкноту и сделает в этот период правильный посыл, и таким действием еще и энергию денег привлечет в свою жизнь. Ведь он не поленился, наклонился за ней и еще и поблагодарил. А вот человек, который никогда не притянет удачу, в этот момент подумает иначе. Зачем поднимать эту мелкую купюру? Ведь она ничем мне не поможет. Да и купить на нее ничего у меня не получится. Тем самым и денежную энергию оттолкнет от себя. Важным этапом является то, чем заняты и наши мысли. Сможем ли мы увидеть счастливый момент, который подарила нам судьба, воспользоваться случаем, который приведет к новому и более удачному этапу в нашей жизни? Если наша голова постоянно забита негативными мыслями, мы тянем за собой и собираем постоянные обиды, недопонимания, думаем о том, как кому-то отомстить или почему кто-то, например, успешнее нас, счастливее нас. И мы всем этим просто не оставляем места для позитива, для созидания. И уж точно не для того, что нас окружает. Соответственно, мы осознанно или неосознанно пропускаем все шансы и возможности, а потом мы сидим и жалеемся, почему так неудачно складывается наша жизнь. А на самом деле нам просто нужно научиться отпускать негатив и притягивать положительные моменты и события, и внимательно наблюдать за тем, что нас окружает. Так обязательно получится у нас воспользоваться всем тем, что дарит нам судьба, дарит нам высшие силы. Также нужно не забывать о том, что каждому из нас периодически нужно расслабляться. Это помогает провести энергетический обмен и привлечь в этот момент нужные для нас энергии, которые и будут помогать нам в совершении дальнейших действий. Часто, чем больше человек пытается взять все под свой контроль, тем больше ему не везет. Это работает энергетический закон, что человек пытается концентрироваться только на важных для него именно в этот момент вещах и забывает о том, что нужно смотреть по сторонам и принимать все то, что дается на данном этапе. Ведь чем больше положительного нас с вами окружает, тем больше такого же мы и притягиваем. Также человек, который пытается все контролировать, растрачивает много сил. А когда ему приходится отреагировать быстро на что-то новое, у него просто этого уже не остается.
он уже не может свернуть для себя в лучшую сторону. Поэтому, пожалуйста, научитесь вовремя отпускать различные моменты на самотек. Не забывайте расслабляться и обязательно смотрите внимательно по сторонам. Тогда у вас получится иметь не только удачу в своей жизни, но и различные другие светлые энергии. Не стоит забывать и хвалить себя, пусть за какие-то маленькие, но достижения, потому что таким образом вы привлекаете удачу в остальных своих делах. Когда вы довольны собой, это укрепляет ваше биополе, помогает вам добиваться новых и новых вершин. А вот когда вы постоянно себя ругаете, то такие действия будут только отталкивать вас назад. Человек, который с собой постоянно недоволен, такими действиями разрушает свое биополе изнутри и тем самым становится подвержен чужому влиянию. Его легко сглазить, отправить ему негативный посыл, наслать порчу. Поэтому возьмите за правило даже при маленьких достижениях и победах подходить к зеркалу, улыбаться и говорить, что вы большой молодец, что вы способны на все, что вы магнит для привлечения удачи, что перед вами открываются все двери. Даже если на данном этапе вашей жизни все хорошо, никогда не переставайте развиваться и работать над своими сильными и слабыми сторонами. Только вы знаете, какие у вас слабые стороны. И пытайтесь их развить, улучшить их. Таким способом вы будете не только развиваться, но становиться сильнее, мудрее, а знания, которые вы будете обретать, будут помогать вам в жизни. И взяв правильный путь, вы захотите идти дальше и дальше, узнавать все новое и новое, и будете способны покорять новые и новые вершины. Прежде чем двигаться напролом и пытаться открыть дверь, которую наметили на данном этапе в своей жизни, посмотрите внимательно по сторонам. Возможно, это не ваша дверь, и вам нужно пройти абсолютно в другую. И вас там также будут ждать, но там будет ждать вас более легкий и успешный путь. Сильные, успешные, удачливые люди умеют ориентироваться по ситуации и благодаря своей уверенности всегда могут, если не получается с первого раза, найти иной путь, который в результате приведет их в нужном для них направлении. Но по дороге они смогут получить гораздо больше, чем им даже хотелось изначально. Меняйте мышление, научитесь подстраиваться и ориентироваться по ситуации, и у вас все будет точно складываться успешно. Надо уметь иногда подождать. То, что действительно имеет для вас значение, не опускайте руки при первых неудачах. Пробуйте вновь и вновь, пусть даже через некоторое время. Научитесь обязательно анализировать ситуацию, оценивать реально свои силы, выставлять самую простую и легкую для себя дорогу, а потом только начинать по ней идти. Так вы сможете сконцентрироваться и не растрачивать свои энергии по пустякам и в разных направлениях, которые в результате ни к чему хорошему вас не приведут. Вы только упустите нужное для вас время, что в дальнейшем будет мешать получить желаемое. Поэтому научитесь контролировать все свои шаги. Все, что вы будете получать и с какой результат у вас будет получаться, помните, зависит только от вас и ни от кого другого. Не бойтесь и выходить за свои обычные рамки, и даже за рамки возможного на данном этапе для вас. Пытайтесь добиться чего-то нового, даже того, что на данном этапе кажется вам, например, невозможным. Вы знаете, что мысли материальны, и вы можете действительно привлечь то, что вы пожелаете. Главное, чтобы ваше желание шло от души, и вы очень этого хотели. Так вы будете запускать правильные посылы, которые будут работать на вас. Если у вас возникает возможность, не бойтесь ее использовать, даже если вы никогда не пробовали делать это ранее. Человек, который будет отталкивать удачу, в данной ситуации подумает, зачем же я буду пробовать, если у меня все равно ничего не выйдет.
Или чего я буду знакомиться, например, с этой девушкой, женщиной, если я ей все равно не понравлюсь. А человек, который способен притягивать удачу в свою жизнь и получать то, что он желает, он мыслит совсем по-другому. А звучит его фраза следующая: «Я это сделаю, это новое, и у меня обязательно все получится, как я желаю». Я познакомлюсь с этой девушкой, с этой женщиной, и у нас сложатся крепкие, хорошие отношения. Помните о том, что успешные люди всегда принимают вызов и берутся за решение самых трудных вопросов, и в результате все у них складывается только самым наилучшим образом. Никогда не понижайте свою самооценку и не примеряйте на себе костюм неудачника, ведь не забывайте, все о том, что вы думаете, это вы притягиваете. Если в какой-то момент вы начнете в чем-то сомневаться, скажите про себя следующие магические слова 3 раза. Я все смогу, все сумею, страхи переборю, нужную цель получу. При этом перекрещивайте на правой руке указательные и безымянные пальцы. Проделывая это, у вас сразу будет появляться больше уверенности в себе, так как это простое действие будет притягивать к вам положительные энергии, которые будут укреплять ваше биополе, и благодаря этому вы будете точно становиться сильнее. А помните, удача любит всегда сильных и уверенных в себе. Много светлых энергий проходит возле неудачников стороной. И получается, что из-за того, что такие люди не умеют принимать и радоваться даже мелочам, а неблагодарные люди в результате теряют даже то, что есть у них на данном этапе. Таким людям проще думать о том, что счастье – это что-то масштабное. Они сидят и думают об этом постоянно, но ничего не предпринимают для того, чтобы такие моменты появились в их жизни. А счастливчики принимают и видят счастье в простых мелочах, такие как хорошая погода, присутствие близких людей в их жизни, помощь кому-то из окружения. И, соответственно, счастье больше и больше появляется в жизни таких людей. Если в вашей жизни произошел какой-то счастливый и неожиданный для вас случай, примите его с благодарностью и не пытайтесь найти ему объяснение. Также не ищите ваши действия в данной ситуации, которые, по-вашему, могли привести к такой ситуации. Делая такой поступок, вы, к сожалению, можете оттолкнуть от себя удачу. Запомните простое правило: удача приходит только к тем, кто ее действительно заслуживает в жизни.